Godspeed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the Всем привет, дорогие мои подписчики и зрители канала! Сегодня я подумала о том, что солнце нас здесь совершенно не радует. Очень редкий гость у нас солнце, поэтому решила сама приготовить в доме солнце. Давайте готовить вместе. Посмотрите, какая у нас сегодня здесь красота. Уже солнечно, уже поднимается настроение. В общем, начинаем. Я взяла 250 грамм муки и просеиваю ее сразу в миску. Сюда же отправляю 2 чайные ложки разрыхлителя. Можно вот так слегка перемешать сразу с разрыхлителем. И масло сливочное 150 грамм из морозилки протираю на терке, натираю в муку. Можно масло сливочное заменить маргарином, можно сделать пополам с маргарином. Если вы едите маргарин, то, пожалуйста, тесто на маргарине тоже очень вкусное. Поэтому, если хотите, делайте на маргарине. Это уже на ваше усмотрение. Просто некоторые маргарин не любят, не хотят, а некоторые спокойно относятся и очень даже хорошо. Поэтому смотрите сами, как вам нравится. Вкусно будет и то, и другое. Протираю на крупной терке и вот так сразу же вмешиваю в муку. Кстати, если вы смотрели одно из моих предыдущих видео, я там делала подобное тесто. Из него готовила мясной пирог. Очень похожее тесто. Принцип такой же. Кто не смотрел, обязательно посмотрите. Пирог очень вкусный. Все, кто приготовил, очень довольны. И все, кто попробовал. Так что имейте в виду. Вот так протерли все масло в муку. Перемешали вместе с разрыхлителем. Вот так крошку. Долго не мешайте, чтобы масло не таяло. Отправляю сюда столовую ложку сахара и щепотку соли. Тоже сюда. Сюда же отправляю ванилин на кончике ножа. Тоже щепотку. 1 яйцо. И сметану. Сметана у меня 130 грамм. 20% жирности. Но рецепт, как всегда, я напишу внизу в описании под видео. Посмотрите и обязательно приготовьте. Теперь все это надо размешать и собрать в ком. Все, собрала тесто вот так в ком. Долго его не вымешиваю, ничего. Просто вот собрала все в кучу. И отправляю в морозилку. Пока буду готовить начинку, пусть тесто полежит в морозилке. Теперь займемся начинкой. Для начинки нам надо сначала обжарить муку. У меня вот стакан муки, стакан сахара. Сахара, видите, я не досыпала немного, потому что у нас в начинку пойдет еще много сладостей. Поэтому сахара кладу поменьше, чем муки. Для начала надо обжарить муку. Когда мука обжаривается, она приобретает ореховый вкус. Поэтому на эту киоту я слегка ее обжарю пока она сменит цвет, в общем. Пока обжаривается мука, не забываем про нее, постоянно помешиваем. Но в это время можно подготовить остальные компоненты начинки. Я всегда орехи, сухофрукты, все обязательно промываю. Никогда немытые сухофрукты и орехи не использую. Во-первых, с них выходит очень много грязи. А во-вторых, они становятся вкуснее. Как ни странно, орехи приобретают совершенно другой вкус. Я их помыла и обсушила. Теперь нарублю. Если хотите, можете в блендере промолоть, но не мелко. Ну, так как здесь орехов немного, у меня буквально всего по 100, по 70 грамм. Чернослив, он сейчас такой чернослив, что он как бы красит все. Поэтому его меньше всего я кладу. А финик тоже немного, потому что он очень сладкий. Не хочу, чтобы наша начинка была приторной. И опять-таки, если у вас чего-то нет, можете пропустить просто. Там нет у вас чернослива, не кладите. Нет финика, не кладите. Ничего страшного не будет. Что есть, то и положите. Слишком много сухофруктов и орехов не надо. Мы сегодня делаем одну. Хочу я сделать киоту круглую.
Много не надо, чтобы они не вылазили у вас из кяты, потом, чтобы красиво смотрелось. Было и тесто, и начинка, чтобы все было в меру. Все соответствовало. Пока я нарубила орехи, мука тоже поджарилась. Я ее сразу пересыплю, чтобы она дальше в сковородке не жарилась. Вот она поменяла цвет. Сразу пересыплю в миску, где буду смешивать всю начинку. Пусть пока остывает. Сильно муку не жарьте, чтобы она у вас не сгорела. Вот видите, слегка она поменяла цвет, вот зарумянилась, и хватит. Мука пусть пока остывает, а мы продолжаем сухофрукты теперь нарезать. Нарежу курагу. Не очень мелко, не крупно. Квадратиками. Кяты вообще очень много видов. Мы с вами уже готовили один вид. Сейчас вот второй. Еще будем готовить несколько разных видов. Вся она очень вкусная. Поэтому подписывайтесь, оставайтесь со мной, чтобы не пропустить ничего интересного и ничего вкусного. Курагу нарезала. Подобным же образом режу чернослив, нарезаю. Самое здесь долгое, наверное, вот, хотя и мало сухофруктов, но вот их надо нарезать так, аккуратненько. Теперь нарезаю финики вдоль сначала. Их косточки, естественно, не нужны от фиников. Заранее их достаньте. И их тоже нарезаем квадратиками. Кишмиш так слегка вот так порублю. И все. Его сильно не надо, он у меня мелкий. Если у вас крупный, можете посильнее нарезать. Все, это пока отставляем в сторону. Сейчас я помою руки и дальше займемся. Пока мы нарезали сухофрукты, пока я нарезала сухофрукты, орехи, мука остыла. Теперь к муке я отправляю сахар. Сюда же отправлю ванилин. В принципе, уже весь я отправлю вот так. Перемешаю. И теперь отправляю, у меня масло топленое. Я его вот держу уже при комнатной температуре, оно уже подтаяло. Я буду понемногу добавлять и смешивать. И смотреть по консистенции, когда хорис будет у нас готов. Как делать хорис, я уже в одном из видео тоже показывала, но покажу еще раз. В том видео я делала классический хорис, не поджаривала муку. Здесь я ее жарю, немного обжариваю. Добавлю еще немного масла. И еще добавлю сюда немного коньяка. Он придаст тоже очень хороший вкус нашей начинке. Буквально 1-2 столовые ложки. И опять перемешиваю все. О, какой запах, вы не представляете. Или представляете. Смотрите, как проверить. Беру одной рукой, сжимаю комочек. Нажимаю, комочек распадается. Вот еще раз сжимаю и разжимаю. Вернее, нажимаю на него. Все, наш хорис готов. И теперь отправляю сюда же. Можете попробовать на этом этапе. Можно уже такую начинку оставить и класть в кяту. Это уже тоже готовая начинка. Ну, сегодня мы готовим кяту праздничную, с сухофруктами, нарядную. Отправляем сюда все, что мы нарубили. И перемешиваем. Сказка. Да, сказка Востока, действительно. Есть торт такой, по-моему, даже сказка Востока. И он вот как раз с сухофруктами, с разными, вот так тоже там все перемешано. Но без хориза. Все, наша начинка готова. И теперь у нас заключительная часть марлезонского балета. Теперь мы
Достали тесто из морозилки. И надо его раскатать. Посыпаю поверхность мукой. Слегка теперь я подмешу тесто, чтобы оно теперь стало тестом однородным более. Вот так. И теперь раскатаю в круг. Делаем все быстренько, чтобы наши кусочки масла в тесте не таяли. Чтобы тесто получилось слоистое и хрустящее. Вот так раскатали круг. Лишнюю муку я смахну. И теперь выкладываем сюда начинку нашу. Вот так. Собираем ее, вот так прижимаем пока, чтобы она не рассыпалась во все стороны. Вот так высыпали сюда всю начинку. Так ее прижимаем. И теперь надо ее вот так собирать. Вот так. Смотрите. Чтобы края не были пустыми, вот прям плотно к начинке прижимайте. И вот так собирайте. Вот так. И потихонечку собираем наш колобок. Руки в муку можно опускать, чтобы к рукам тесто не прилипало и не таяло масло. Хорошенечко все закрываем. Начинку нашу спрятали в тесто. И теперь потихонечку переворачиваем. А лучше сразу сделать это на пергамент. Сейчас я уберу все лишнее. Постелила пергамент. И дальше буду на пергаменте раскатывать наше тесто. Видите, открывается. Посильнее закрываем. Начинки много. От души. Распрямляю его. Аккуратненько. Проходимся скалкой. Видите, начинка прям просвечивает у нас. Будет, как вы любите, много начинки и мало теста. Так, сверху я лишнюю муку тоже уберу. Краюшки сделать, защипнуть чуть-чуть. Можно оставить круглую, можно сделать вот так, как солнышко. Мы хотим солнышко, поэтому чуть-чуть имитируем его вид. Это уже ваша фантазия, как вам нравится. Теперь я взяла 2 желтка и столовую ложку молока. Можно сливки, можно яйцо целое, кому как нравится. Я же взяла 2 желтка, у меня яйца мелкие в этот раз попались. Цена поднимается, яйца мельчают. В общем, взбалтываю вместе со столовой ложкой молока 2 желтка. Если у вас крупные яйца, то 1 будет достаточно. И теперь надо намазать нашу кяту вот этой смесью. Я перенесла ее на противень. Хочу сделать посередине вот так цветочек. Дальше можно уже разукрашивать традиционными узорами. Вот так. И вот так. И вот так. Оп. Вот так. Чтобы видно было, можно еще раз пройтись. Можно еще вот здесь. Раз. Раз. Вот так. И вот так. Оп. И теперь обязательно надо сделать дырочки,
чтобы наша кята не вздувалась. И вот тут. Отправляем в духовку, разогретую на 200 градусов, примерно на полчаса. Наша красавица готова. Сейчас остынет, я ее переложу и покажу вам. А теперь посмотрите на эту красоту неописуемую. Посмотрите, какая прелесть. Можно я не буду резать, а так оставлю. Очень красиво. Жалко резать. Но я должна разрезать и показать вам. Вот, слышите, тесто хрустящее? О, запахло как сразу. По-моему, даже как вот потому, как я режу, слышно, да, как хрустит тесто. Посмотрите на эту красоту. Смотрите. А какой аромат, какой запах. Тесто, видите, какое тоненькое, слоистое. Кстати, видео, которые я упомянула, я вам оставлю в ссылочках. Посмотрите, кто не видел. Пирог получился диаметром 26 сантиметров у меня. Вот это сама кята, 26 сантиметров, чтобы вы так ориентировались. И сзади тоже она очень хорошо пропеченная. Отлично. Надо попробовать. Это нельзя не попробовать. Тонкое хрустящее тесто, вкуснейшая начинка, очень вкусно. Попробуйте, вам точно понравится. Это не может не понравиться. Я так думаю. Ну а я на этой вкусной ноте хочу с вами на сегодня попрощаться. Мы впустили сегодня солнышко в дом. Раз гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе. Вот солнышко к нам не приходит, мы солнышко завели себе дома. Еще, кстати, я не сказала, что можно, когда остынет полностью, заморозить и когда захотите полакомиться, если вам не нужно сию минуту или поели и у вас осталось. Заморозьте, потом при комнатной температуре разморозите, у вас будет свежайшая кята, как будто вы ее только что испекли. Только перед заморозкой поместите ее в вакуумный пакет или в пленку заверните, чтобы не было воздуха. И она долго пролежит в морозилке, если вы ее не съедите в ближайшее время. Ну а я хочу сказать всем большое спасибо за подписку, за лайки, за добрые комментарии. Желаю вам здоровья, мирного неба над головой. Будьте добрее, будьте счастливы. Пока-пока.